В XVIII веке светские балы были еще, по сути своей, групповыми постановками, наследниками придворных балетов прошлого. Помните марлезонский балет с участием короля и королевы с бриллиантовыми подвесками в «Трех мушкетерах»? Вот именно. И спустя 100 лет после Д'Артаньяна балы все еще не были танцами один на один отдельными парами. Это были такие театрализованные действия, похожие больше на современные флешмобы, чем на дискотеки. Они требовали предварительных репетиций. Под звуки оркестра танцующие выстраивались шеренгами, торжественно прохаживались, взявшись за руки, сходились и расходились, раскланивались, делали фигуры, то есть массовые перестроения, перебиваемые чем-то на вроде коротких сольных выступлений в несколько па. Это было скорее похоже на хорошо организованный парад под легкую музыку. Все танцевали со всеми. Никому не приходило в голову, что на балу молодой человек мог ухватить девушку в объятия и начать скакать с ней галопом, вертясь по залу в любом направлении. Если бы это произошло, его немедленно бы выдворили и перестали принимать в приличных домах. Но в начале XIX века сама идея социального танца претерпевает кардинальные изменения. За политическими революциями следуют культурные. В бальные залы врывается сначала вальс, а за ним мазурка и полька. Парные танцы в нашем понимании слова. Эти народные танцы принесли с собой невиданное до тех пор ощущение свободы и романтики. Они еще не стали элегантной классикой. Они были вызовом молодежи старому миру. И старый мир был в ярости. Вы, вероятно, слышали неоднократно, что вальс при своем появлении вызвал колоссальный скандал из-за тесной телесной близости танцующих, что почтенные маменьки были в ужасе от идеи, что их невинную девочку какой-то заезжий гусар с вот такими усами схватит в охапку и начнет кружить по залу, пока не закружит ей голову. Но если вы увидите настоящий английский вальс эпохи регентства, вы, вероятно, очень удивитесь, что это невинное подпрыгивание вызывало тогда столько нареканий. Дело в том, что проблем с вальсом была масса, и тесная близость партнеров была только одной из них. Рассмотрим по порядку политические, моральные и социальные преграды, разрушенные под счет раз, два, три. Вальс, старейший из современных бальных танцев, крепко ассоциирующийся сейчас с высшим обществом и дворянскими собраниями, не был придуман на придворных балах. Он ведет свое начало от веселых крестьянских танцев, практиковавшихся во многих частях Европы. Ухватить девчонку в охапку и начать кружить ее по амбару – это не такое уж сложное изобретение, и до него дошли одновременно в разных концах земли. Но танцевальная форма, которую мы знаем сегодня, и прилагающаяся к ней музыка на 3 такта, родились в горных районах Австрии. Около 1750 года тирольцы уже вовсю танцевали танец, называемый вальцер, от немецкого слова «вертеть». Вскоре вальцером заболели и жители столичной Вены. Несмотря на то, что по первоначалу вальс вызывал некоторое возмущение в высшем обществе, партнеры держались так близко, что их лица соприкасались. Тем не менее, австрийцы в целом приняли вальс довольно быстро. При дворе просвещенного монарха Иосифа II Габсбурга, где нравы были весьма либеральными и люди не воротили нос от народной музыки, светская публика кружилась в вальсе не хуже своих слуг на дворе. Напоминаю, что мы говорим о времени, когда на том месте, где сейчас расположены Германия и Австрия, находилась Священная Римская империя, которая периодически разрасталась далеко в стороны. Милан одно время был австрийским, и я уж молчу про польские земли. Но это не была одна страна, это была
конфедерация нескольких десятков независимых и полунезависимых немецкоязычных княжеств, самыми сильными и крупными из которых были Австрия и Пруссия. И Вена была тогда одной из самых блестящих и продвинутых европейских столиц. Тем не менее, даже там многие люди считали вальс вульгарным. Одна из самых популярных женщин-писательниц того времени, Софи фон Ларош, описывала в своем романе 1771 года «История фройлян фон Штернхайм», как ревнивый благородный герой видит предмет своей страсти на балу, танцующий с другим. Но когда он обнял ее, прижал к своей груди, закружился с ней в бесстыдном, непристойном, кружащем немецком танце и дошел до фамильярности, которая нарушала все границы хорошего тона, тогда мое молчаливое горе превратилось в жгучую ярость. Я понимаю, что для современного человека вальс, даже в той форме, которая сейчас принята в спортивных бальных танцах, с закрытой позицией, то есть когда партнеры плотно соприкасаются друг с другом торсом, не кажется таким уж скандальным, потому что мы пережили ламбаду и вот это. Но с точки зрения культурной публики XVIII века вальс доходил до самых границ пристойности, при том, что вообще-то партнер тогда не прижимал к себе партнершу и вел ее на расстоянии вытянутых рук, по крайней мере в начале. И тем не менее, даже в этой светской приличной форме вальс создавал нетипичное настроение интимности между партнерами. В старорежимных танцах партнершу по большей части держали за кончики пальцев одной руки. В контрадансах бывало, что брались за руки обоими руками и кружились, но очень ненадолго. Для танцев того времени была характерна смена партнеров, коллективные движения, массовые перестроения, как ручеек из времен вашего детского сада. Вы покружились с одной девушкой, перестроились, покружились с другой, потом прошлись парами, разделились на два потока, сделали круг, снова сошлись, раскланялись. Помните Вани Карениной? Корсунский, распорядитель бала, постоянно бегает и распоряжается танцующими, придумывая новые фигуры. Распорядитель командовал, кому куда идти и что делать, в какую сторону с кем танцевать. На современных контрадансах, сквер-данс или кадрилях в провинциальной Америке по-прежнему это делают. Я один раз ходила, это очень интересно и очень утомительно. Нужно знать заранее все фигуры и перестроения, выучить терминологию, чтобы понимать командующего и знать, куда бежать и за кого хвататься, иначе ты всех запутаешь и собьешь с ритма весь Париж. Так вот, с вальсом было все не так. Вальс нужно было танцевать с одним партнером. Вальс предоставлял паре виртуальное уединение на всю продолжительность танца, на целые 8-10 минут. Даже если вы все это время деликатно держали партнершу за кончики пальцев, все равно это очень много зрительного и тактильного контакта. И вальс, к тому же, был с самого начала довольно быстрым. Вальс, как вы знаете, танцуется на раз, два, три. Причем ударение идет на раз, а следующие два такта легче и ближе друг к другу. Раз, два, три, раз, два, три. Это придает вальсу такой взлетающий, заметающий ритм. Подметать под него хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Это дает музыке и танцу увлекающий, завораживающий, почти гипнотизирующий характер. В отличие от, допустим, тоже довольно быстрой народной мазурки, дающей многочисленные паузы, чтобы одуматься и прийти в себя. Вальс не дает вам опомниться, это непрерывное увлекающее движение по кругу. В Евгении Онегине Пушкин лаконично и исчерпывающе описывает вальс. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой. Лучше не скажешь, вальс был однообразным и бездумным. И в случае оригинального венского, как его потом назовут, вальса, это кружение было довольно стремительным.
Центробежная сила начинала отрывать от вас партнершу, и вам приходилось тянуть ее к себе, прижимать крепче, чтобы она не упала, конечно. И поэтому вальс скандализировал многих светских людей, не привыкших, чтобы за них хватались. И я рискую предположить, что он так бы и остался локальной вульгарной модой австрийских помещиков, если бы во Франции не случилось революции. Свергнув старый режим, французы одновременно с ним поспешили избавиться ото всех культурных, социальных и модных норм, с ним ассоциирующихся. Франция становится самой либеральной, самой свободной, самой продвинутой страной в Европе. Вместо мадам и мосье все стали называть друг друга граждане. Знаете, Шура, если вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуян, что означает гражданин. Французы сняли парики и корсеты, узаконили развод, вычеркнули из календаря церковные праздники и вообще отказались от всех сословных, религиозных и прочих предрассудков. И чопорные формализованные танцы двора Бурбонов становятся не просто немодными, а прямо-таки контрреволюционными. Уверяю вас, на развалинах Бастилии не минуэт танцевали. Культурное общество, те, кто сохранил головы, стали более открыты народной музыке и танцам. И вальс, по легендам, принесенный наполеоновскими солдатами с Германского фронта, совпал с новой тенденцией к более демократичному, более инклюзивному, извините за выражение, развлечению. С самого своего появления вальс попирал классовые различия. Как отмечает один историк, вальс затруднял возможность мгновенно определить социальный статус людей в зале. Я объясню. Старые придворные танцы, такие как минуэт и полонез, следовали социальной иерархии. Все участники точно знали свое место в колонне. Первой парой всегда шли король с королевой, за ними вышагивали члены королевской семьи, а за ними уже следовала аристократия, согласно своему статусу, от самых важных вельмож до мелкой сошки. Полонез – это фактически парадный марш с дамами, где все выстроены по ранжиру. А в вальсе все пары кружили по залу вперемешку, и невозможно было отличить, кто тут главный. Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать, чушь. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. И этот врожденный демократизм вальса, его способность на миг стереть социальную иерархию, возмущал традиционалистов даже больше обнимулек под музыку. С другой стороны, именно это делало его привлекательным для современных людей с более либеральными взглядами. Люди прогрессивные и практически вся молодежь восприняли вальс как символ современности и личной свободы. Вальс выражал дух индивидуализма и косвенно отражал революционные идеи равенства и братства, и сексуального раскрепощения. Вальс уравнивал всех – тех, кто получил светское воспитание, и тех, кто пришел с улицы. Многие учителя танцев считали вальс угрозой для своей профессии. Его основные шаги можно было выучить за пару часов, в отличие от нормальных придворных танцев, на изучение освоения которых уходило немало времени, и Франция как раз с упоением избавлялась от этого элитаризма. Наполеон, заметим, хоть и терпеть не мог Австрию, сам женился на австрийской принцессе и сделал все возможное, чтобы свет принял австрийские обычаи, включая вальс, с которым сам император справлялся с большим трудом, но поощрял других. Его личная карьера от революционного генерала до императора отражала историю всей страны, которая довольно быстро раскаялась в перегибах революции и начала возрождать старые порядки, но под новыми модами. Про настоящую демократию с гильотиной быстренько забыли и восстановили абсолютизм. Но романтические либеральные идеи остались процветать в безопасных областях, к примеру, в бальном зале. В результате Париж довольно быстро и даже с восторгом принимает вальс.
чем закрепляет свою репутацию европейской столицы разврата. Вспомним, что все это происходило в разгар моды ампир. Кринолины, державшие кавалеров на почтительном расстоянии, еще не пришли. Никаких железных корсетов на талиях не было. Бальные платья тогда представляли собой тончайшую хлопковую ночнушку, надетую практически на голое тело. Все эти объятия в вальсе чувствовались очень непосредственно. И когда вальс добрался до Англии, он вызвал настоящий шок. С началом наполеоновских войн вся Европа начинает в принудительном порядке знакомиться с экзотическими культурными обычаями других стран. Французские эмигранты привозят на британские острова ящики шампанского, а австрийские эмигранты – вальс. И в туманном чопорном Альбионе он вызывает форменную панику. Энциклопедия 1805 года описывала вальс как «буйный немецкий танец». Как же обеспокоена была бы английская мать, пишут там, увидев, что ее дочь столь фамильярно обращается с мужчиной. Газета The London Times в 1816 году также громогласно возмущалась тем, что этот непристойный иностранный танец, подобающий только шлюхам и прелюбодейкам, теперь навязывается респектабельному обществу знатными модницами. К этому моменту Россия уже охотно и с энтузиазмом приняла вальс, и император Александр I, считавшийся самым красивым, самым светским и любезным монархом своего времени, сам отлично вальсировал. В «Войне и мире» Наташа танцует вальс с Волконским на своем первом бале еще в 1809 году в присутствии царя, который смотрит на зал и улыбается. Говорят, что именно Александр I во время своего визита в Лондон в июле 1814 года сделал вальс популярным, танцуя его с женой русского посла Великобритании, графиней Ливен, этой дипломатической Сивиллой, женщиной, которая была в курсе всех политических интриг Европы и говорила: «Там, где меня нет, нет и моды». В Британии вальс не мог не вызвать приступов ксенофобии, замаскированных под заботу о здоровье и благопристойности, как это водится у англичан, вечно путающих вредное с иностранным. Но моду было не остановить. Продвинутые лондонцы, не дожидаясь балов, раздвигали стулья в своих гостиных, чтобы практиковать этот новый захватывающий танец. Лорд Байрон, тоже, прямо скажем, не образец добродетели, опубликовал в 1813 году язвительное сатирическое стихотворение «Вальс», где он иронизировал над страхами английского общества вокруг этого непристойного немецкого импорта. «О, немцы, сколь обязаны мы вам, как несравненный Пит признался сам, когда еще вы не поддались Франции, оставив нам задолженности, танцы и ганноверов, внушающих восторг, таких как славный третий наш Георг. Германия, ты с самого начала нам брауншвейгов и невест вручала. За их вульгарность кто нам заплатил? Кто герцогов нам прорву подарил? 3 королей, а также королеву. Искрометный вальс для разогрева». Это он о том, что в то время британские короли были еще одновременно курфюрстами ганноверскими, то есть Великобритания владела небольшим, но стратегически важным немецким княжеством. Ее короли были, грубо говоря, немцами, что им будут в значительной степени несправедливо поминать аж по самый 20 век, когда правящая семья наконец сменит фамилию на английскую – Виндзор. Пройдясь по геополитической сомнительности вальса, Байрон быстро сворачивает на его моральную порочность и восхитительное чувство свободы, которое он дает танцующим. «Рейнвейн обогащает наш подвал, но ты нам радость жизни даровал. Рейнвейн порой нам в голову бросается, тобой же наша кровь разгорячается. Ты сладким ядом гонишь прочь усталость, нас подбивая на срамную шалость. Лишь вальсу руки надобные ноги.
Но коль для ног законы очень строги, то руки там лежат, где с древних лет их не было. Ой, уберите свет. Рука партнера может очень лихо украдкой проскользнуть под вырез лифа или беспрепятственно погладить талию, или промолчим мы скромно и так далее. Байрон специально останавливается на новизне и модернизме вальса, на его прямой связи с современностью и демократичной либеральной модой. В удачный миг вальс начал свой дебют. И с новым танцем появились тут, внезапно, как по щучьему велению, все новое по нашему хотенью. И новые монеты, вместо тех, что потеряли ценность, как на грех. И свод законов новых, нынче модных, о том, чтобы вешать бедняков голодных. И новое величие побед, хотя от прежних был один лишь вред. Все ново, кроме плутней старых, творимых во дворцовых кулуарах, но на виду все новое сполна. Мундиры, фраки, ленты, ордена. Ступают гордо новые герои и парами танцуют, не толпою. Между тем распространялись слухи о том, что вальс может вызывать у женщин головокружение до потери сознания или даже чего похуже. Один мыслитель призывал родителям запретить дочерям вальсировать, опасаясь, что этот вихревой танец лишит их невинности. Центробежной силой, как я поняла. И англичане быстро перекроили вальс под свой вкус и нормы. Они замедлили музыку, развели партнеров друг от друга на шаг, внедрили старые фигуры и хореографические элементы, разбивающие безумное кружение. Появляется английский вальс, медленный, чопорный, стерильный и благоразумный. А прежний ухорский быстрый вальс отныне будут называть венским. Эти меры, наряду со строгим надзором за молодыми танцорами, помогли сделать вальс более пристойным. Юным леди требовалось специальное разрешение родителей, чтобы принять приглашение на вальс. Танцевать подряд несколько вальсов с одним и тем же партнером можно было только если вы официально помолвлены. Светские люди всегда танцевали в перчатках, и правила приличия требовали, чтобы рука кавалера на талии дамы должна лежать легко и деликатно, а не цепким хватом. К середине века королева Виктория и принц Альберт уже регулярно танцевали вальс на придворных балах, окончательно утвердив его статус как респектабельного танца. И я понимаю, что мы привыкли видеть в королеве Виктории воплощение чопорности и пуританизма. Но не будем забывать, что когда-то она была молодой женщиной, по уши влюбленной в своего красавца мужа, которого она однажды, кстати, вытащила из проруби. Если вы не видели видео о коньках, то вы много упустили. И Виктория обожала вальсировать, и она нормализовала вальс как в Британии, так и в ее колониях. После поражения Наполеона Венский конгресс не только изменил политическую карту Европы, но и запустил новую волну популярности венского вальса. Один из остроумцев того времени прозвал Венский конгресс вальсирующим конгрессом, и Вена стала столицей вальса. Лидеры всей Европы могли в дневные часы перекраивать карту континента, а по вечерам они с энтузиазмом рассекали в романтическом новом танце. Вид вальсирующих императоров, принцев и дипломатов помог разрушить прежние предубеждения и превратил вальс в общий европейский модный феномен. Любопытно, что политический климат послевоенной Европы, консервативный, но ориентированный на удовольствие, способствовал развитию вальса. Абсолютистские монархии жестко подавляли политические протесты, противились национальным движениям и продвигали государственную религию, но при этом поощряли светские развлечения и роскошные балы как способ отвлечь общество и утвердить блеск монархии. И если бы декабристы больше танцевали и меньше читали,
не было бы всех этих неприятностей на Сенатской. Примерно такая была идея. И вальс начинает менять свой символизм. Из молодежного контркультурного чувственного танца, связанного с народными корнями, он довольно быстро мутирует в великосветский стандарт. Буквально за 1-2 поколения от бунтарства вальса не остается и следа. К середине XIX века вальс окончательно утвердился как самый популярный бальный танец во всей Европе, а его когда-то скандальный образ был полностью переосмыслен. К 1840-50 годам невозможно было представить себе солидный бал без вальса в программе. Вальс стал респектабельным, а моралисты переключили свое негодование на более современные и более разухабистые танцы, такие как полька. Хотя еще оставались отдельные упрямые критики, продолжавшие ворчать о чувственности вальса, общий консенсус заключался в том, что некогда непристойный вальс теперь считался элегантным, даже классическим светским танцем. Вот полька – это да, это кошмар-кошмар, это какое-то пьяное скакание козлом. Особенно это было заметно в Австрии, где вальс становится частью культурного самосознания страны, предметом национальной гордости. К 1860 годам Иоганн Штраус, младший, прозванный королем вальса, покорял публику по всему миру. Его «Голубой Дунай» стал образцовым вальсом, вальсом по умолчанию. К концу XIX века венский вальс стал не просто танцем, он превратился в один из столпов австрийской национальной идентичности. Но вальсы писали не только австрийцы. Брамс, Штраус, Шопен, Лист, Грибоедов, Глинка и Чайковский напишут свои великолепные классические вальсы. Часть из них будет танцевальная для балетов и танцзалов, а часть предназначена для слушания. Вальс становится музыкальным, станковым, так сказать, неприкладным жанром. Например, сложные фортепианные вальсы Шопена не предназначались для танцев. Это было уже высокое искусство, бесконечно далеко ушедшее от своих деревенских корней. И это была история о том, как танец, рожденный в деревенских преддворьях, возвысился до дворцовых бальных залов и в конце концов был возведен ЮНЕСКО в статус нематериального культурного достояния человечества. Начавшись как символ бунтарства и социальной мобильности, он завершил век как непререкаемая классика, проложив себе путь в самую сердцевину западной культуры. Пережив войны и революции, он стал непременным атрибутом свадеб и школьных выпускных балов. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечный ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.